Всех приветствую на канале Готовим с Катрусей. И сегодня на нашей кухне будет по-настоящему жарко и ароматно. Мы готовим потрясающий, наваристый и согревающий суп харчо. Я покажу, как его сделать невероятно густым, сытным и пряным. Это идеальное блюдо для семейного уютного обеда, когда хочется чего-то домашнего, горячего и с характером. Ну что, мои дорогие, не будем терять времени. Погнали! Начнем с основы любого хорошего супа с мяса. Сегодня я взяла сочную свиную лопатку. В ней идеальный баланс мяса и жирка для хорошего наваристого бульона. Будем нарезать ее на небольшие порционные кусочки. Для приготовления харчо нам понадобится мясо 450-500 граммов. У меня сегодня 450. 2 картошки весом приблизительно 250-300 граммов. Рис 3 столовые ложки с горкой, приблизительно 40 граммов. 4 большие луковицы 700 грамм и головка чеснока. Из специй нам понадобится красный остренький перчик, хмели сунели. Я беру хмели сунели 2 видов. Производители все разные, поэтому смешивая получается потрясающий вкус. Черный перчик классический и томатная паста. Также нам понадобится петрушка. Сейчас она находится замороженная в холодильнике. Подготавливаем специи. Я смешиваю хмели сунели 2 видов. Беру чайную ложку одного вида и чайную ложечку второго вида и перемешиваю их. Хмели сунели мы подготовили. Сейчас мы займемся нарезкой мяса. Нарезать будем не сильно большим кусочком. Сначала режу на такие вот куски, а потом на более мелкие. Режем на такие вот не сильно большие кусочки. Друзья, с нарезкой мяса мы закончили. Теперь будем заниматься луком. Для начала мы его очищаем и будем резать мелким кубиком. Для комфортной нарезки вставляю вот эти вот хвостики, я их не удаляю. Лук я промываю. Так мы не будем плакать при нарезке. Берем половинку луковички, режем ее вдоль, потом поперек. Будем нарезать средним кубиком. Мы придерживаем за этот хвостик, лук не расползается, это очень удобно. Так режем весь лучок. Вот такой вот лучок у нас получился, не сильно мелкий. Итак, продолжаем. Ставим сковородку на плиту, максимальный нагрев. Ждем, пока она разогреется. Добавляем растительное масло. Масло льем так, чтобы была покрыта вся сковородочка у нас, все дно. Наша сковородка с маслом нагрелась. Отправляем сюда наше мяско. Выкладываем аккуратненько, чтобы масло не брызгало сильно. Будем обжаривать мясо на достаточно сильном огне. Так наше мяско запечатается и сохранит свою сочность. Обжариваем, помешивая. Крышкой не закрываем. На данном этапе мы мяско не солим и не перчим. Специи пока не добавляем. Прошло 5 минут, наше мяско пустило сок, а мы продолжаем его жарить дальше. Прошло почти 10 минут, наше мяско начинает поджариваться, поэтому я уменьшила огонь с максимальной 9 до 7. А вы смотрите по своей плите. Наше мяско готово. На этом этапе я его подсаливаю и добавляю перчик. Хорошенечко перемешиваю. Вот такое оно у нас красивое, уже поджаристое. Отправляем на скалучок. Может показаться, что лука очень много, но на самом деле в этом вся фишка харчо. Пока мы будем готовить лучок вместе с мясом, он станет мягким, хорошо протомится, станет сочным. И мы отправим всю эту красоту в водичку со специями. Мяско с луком мы хорошо перемешиваем и включаем плиту опять на максимальный нагрев. Мы смотрим внимательно, чтобы наш лучок не подгорел. Стараемся постоянно перемешивать его. Пока лук с мясом готовятся на плите, я подготовлю картофель. Я его почищу и порежу мелким кубиком. Картофель мы очистили и теперь будем нарезать мелким кубиком. Я люблю, чтобы нарезка была не сильно крупной. Вот такой вот маленький кубик очень хорошо разваривается. Картошка становится очень мягкой. Пока отправляем нарезанный картофель в водичку. Будем ставить кастрюлю на плиту и наливаю водичку. Воды наливаю 3,5 литра. Доводим воду до кипения.
Наша мяско с луком готово. Томился лучок 25 минут. Теперь мы готовы отправлять это все в нашу водичку. А наша водичка хорошо закипела. Теперь добавляем специи. Я добавляю соль, где-то не полную чайную ложку соли. Потом будем пробовать. Если нам водичка будет не соленая, мы еще добавим и подсолим. И добавляем хмели сунели. Хмели сунели я буду отправлять в воду не все. Сначала добавляю 1 чайную ложку с горкой. Наши специи должны хорошо прокипеть минут 10 и отдать все свои ароматы в водичку. Наша вода прокипела 10 минут. Какие потрясающие ароматы. Специи отдали все ароматы в водичку. Теперь мы добавляем наше мясо с лучком. Лук уменьшился в 2 раза. Все хорошо перемешиваем. И на этом этапе мы добавляем харчо красный перчик острый. Кто не любит острое, можно не добавлять. И черный перец. Доводим до кипения. Будем варить мясо минут 40-45. Наш суп харчо закипел. Уменьшаем температуру наполовину. Друзья, приступаем к финальному этапу. Наше мяско прокипело 45 минут. Сейчас мы будем сюда добавлять рис и нарезанный картофель. Рис предварительно надо промыть. Наливаем в рис водичку. Промываю рис 2-3 раза до прозрачности водички. Вот водичка у нас уже чистая. Такой рис можно класть в суп. Сейчас мы добавляем специи 2 раз. Я отправляю сюда хмели сунели. Супчик мы пробуем. Если нам не хватает соли, добавляем сольки. Я чуть-чуть суп подсаливаю. Отправляем картофель. Отправляем рис. По вкусу мы можем добавить красный острый перец и даем супчику закипеть. Добавляем еще черный перчик. Суп мы хорошо перемешиваем, чтобы рис не пристал к дну кастрюльки. Даем закипеть и варим все 30 минут. Мои хорошие, пока наш суп готовится, я очищу чеснок. Чеснока мы кладем достаточно много, чтобы харчо был остренький. Я буду использовать целую головку. Чесночок очень полезный. А какой он аромат дает, это будет невероятно вкусно, невероятно ароматно. Чесночок я почистила. Для удобства можно его порезать на более мелкие части. Финальный аккорд для идеального вкуса. Мы берем петрушку. У меня замороженная петрушка. Берем наш чесночок. Давим через пресс. Суп мы выключили. Будем добавлять чесночок. И все хорошенечко перемешиваем. Ложку томата с горкой. Чеснок отдаст свой пикантный вкус, а петрушка освежит наш густой суп. Накрываем крышкой и даем блюду отдохнуть, чтобы все вкусы окончательно объединились в одно целое. Наш суп должен настояться полчаса. Ну что, мои дорогие, момент истины. Открываем крышку. Посмотрите, какая невероятная плотность, какой богатый цвет и сколько мяса. Разливаем наш горячий, дымящийся харчо по тарелкам. Зовем всех к столу, пока он не остыл. Наваристый, пряный, с приятной остринкой. Он согреет вас в любой день. Обязательно приготовьте его для своих близких. Приятного вам аппетита! Пишите в комментариях, как вам рецепт. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорой встречи на канале Готовим с Катрусей.